Это реклама лапши быстрого приготовления, которая может превратить матерого мужчину в аниме-героиню. А это постер, презентующий новую акцию в местном аналоге Макдоналдс. В этом видео я покажу и расскажу вам о самой странной японской рекламе, которую только можно увидеть. А в конце видео вы увидите настоящий маркетинговый шедевр, так что обязательно досмотрите до конца. Приятного просмотра! Японцы известны своими странными вкусами почти во всем. Они просто обожают, например, лапшу быстрого приготовления. В магазинах Японии очень много подобной еды, поэтому производители всячески пытаются выделиться. А делают они это не только при помощи необычного вкуса, но и очень странной рекламы. Я нашел несколько видеороликов, презентующих разную лапшу быстрого приготовления. Например, в этом рекламном ролике аниматоры очень постарались, представляя свою острую лапшу. Он выглядит как настоящий адский триллер. А в этой рекламе уже другой лапши быстрого приготовления персонажи перевоплощаются в героев аниме, очень напоминающего Sailor Moon. Самое смешное то, как в милую аниме-девочку превращается старичок. Ну, а собственно, почему бы и нет? Но и на этом идеи японских маркетологов не закончились. Авторы следующего ролика, видимо, считают, что их лапша может превратить любого в сверхчеловека. Получить суперсилы и пойти покорять макаронные волны? А может превратиться в лошадь? Все это изобразили в этом видео. Хотя я не думаю, что вы приобретете какие-либо сверхсилы от этой лапши, кроме разве что гастрита. А, кстати, какие идеи для рекламы лапши быстрого приготовления есть у вас? Напишите об этом в комментариях. Наверное, вы слышали, что в Японии очень популярны кейкары. Это очень маленькие, но вместительные машинки. Столь большой ажиотаж вокруг них обусловлен тем, что по японскому законодательству владелец машины обязан также владеть парковочным местом, либо возле дома, либо где-то на общественных площадках. А вот кейкары не требуют покупки гаража или парковочного места. Так вот, вы только посмотрите на отличную рекламу одной такой машины. В этом видео герой постоянно пытается решить проблему небольшого количества места в его машине. То он отрезает крышу у своей тачки, то он прикрепляет к ней холодильник, но в конце концов он все-таки покупает себе долгожданную вместительную машину. Маркетологи Toyota решили, что продавать свою машину стоит фанатам «Звездных войн». Видимо, в новой Toyota Prius были просто внеземные технологии. А ведь и правда, в те времена, когда эту машину только начали выпускать, это была настоящая революция. Гибридная тачка, способная без заправки проехать огромное расстояние, и при необходимости у нее имелся бензиновый двигатель. Мне кажется, что это классная тачка, но про рекламу я такого сказать не могу. Если вам надоели обычные рекламные ролики фастфуда, где в красках показываются бургеры и довольные гости этих заведений, то вы только посмотрите на это гениальное видео из страны восходящего солнца. Актер в этом ролике просто бесподобен. Я считаю, что он смог эталонно отыграть змею, которая двигается за своей добычей. Честно говоря, я не думаю, что танцующие медведи могут кого-то удивить. Хотя, кого я обманываю, это просто потрясающе. Особенно удивительно то, что в этом видео они рекламируют какой-то напиток. Интересно понять, с каким вкусом этот напиток и при чем тут медведи. А этот рекламный постер в лучших японских традициях. Зачем показывать фрукты или рисовать сложные картинки, когда можно пригласить актера и превратить его в лимон? Ведь чтобы это сделать, достаточно просто раскрасить его в желтый цвет и надеть на него специальный костюм. Но даже это видео не приплюнет следующий ролик – рекламу молока. Правда, это зрелище максимально сексистское. Лично я бы не разрешил детям смотреть такое видео, а ведь его крутили прямо по телевидению. А это очень старая реклама одного японского молочного напитка. Трудно понять замысел маркетологов без перевода. Просто небольшая группа странных супергероев спасается от бомбежки. Честно говоря, я вообще не понимаю, что это такое. Кстати, в Японии жители просто обожают кофе в банках. Его продают буквально на каждом углу. И вот какую рекламу для него придумывают маркетологи. Хоть следующая реклама кофейных напитков и выглядит странно, стоит отдать должное. При ее просмотре вполне легко понять, что пытались до нас донести авторы. Именно их напиток дает сверхсилы человеку. Но больше всего интересно смотреть, как гиперболизировано качество этого напитка.
Вы удивитесь, но это не самая странная реклама кофе. У меня складывается впечатление, что перед тем, как выпустить следующее видео, авторы принимали сильные психотропные вещества. Изобразить человека в форме болида, Формулы-1 и заправлять его кофе вместо бензина? Для японской рекламы это расплюнуть. Но не только кофейные маркетологи писали сценарий для рекламы во время галлюцинаций. Вот так выглядит японская реклама конфет. Кажется, что это видео подготавливал какой-то младшеклассник, осваивающий работу 3D-программ на компьютере. А ведь это работа профессионалов, за которую 100% взяли много денег. А еще японцы очень любят животных, так что они просто не могли не вставить их в свои видео с рекламой, например, жвачки. Хотя для европейского общества это может показаться очень странно. В другой компании тоже решили показать свою любовь к животным. Но раз в рекламе жвачки был кот, значит, в видео про снеки должна быть собака. Стоит отметить, что видео достаточно старое, и из-за этого оно выглядит еще более странно. Да и задумка авторов до конца непонятна. К чему эта собака, почему она выглядит именно так, о чем вообще говорится в этом видео? Все это неразгаданные тайны человечества. Я уже показывал вам достаточно странные рекламные ролики, но это были далеко не самые удивительные видео из тех, что я нашел специально для вас. Следующие кадры повергнут вас в настоящий шок. А как бы вы стали рекламировать тренажер для пресса? Японские маркетологи решили эту задачу достаточно интересно, в духе популярной шутки из интернета. В любой ситуации, когда персонаж видео падает, он всегда приземляется именно на тренажер и, само собой, начинает качать пресс. И стоит отдать должное, эта странная реклама получилась достаточно интересной. Да, японцы абсолютно точно заслуживают уважения. Они умеют делать не только упоротую рекламу, но и очень даже интересные проекты. Например, на этом фото вы можете видеть, как украсили обычный небольшой грузовик в преддверии выхода фильма. Это просто уму непостижимо, насколько тяжел был труд маркетологов. Целая 3D-модель страшной девушки, которая вылезает из телевизора. Просто поразительно. А вот так выглядит рекламный постер японского аналога местного Макдоналдса. Честно говоря, я не ожидал когда-либо увидеть знаменитого полуголого клоуна с картошкой фри вместо лобковых волос. Выглядит подобное зрелище, мягко говоря, странненько. Главное, не показывайте этот постер детям. Этот постер можно было встретить не только на улице, но и на экранах телевизоров. Как вы думаете, что в нем происходит? Если не знать перевод, может показаться, что это реклама какой-то собачьей парикмахерской. Но на деле постер должен привлекать зрителей к новому фитнес-шоу, в котором ведущие в роли пуделей проводят зарядку. Вам вот вообще не интересно, что курили создатели этого шоу? Перед создателями этого рекламного ролика стояла сложная задача. Им нужно было создать видео, показывающее преимущества именно их продукта. Вместо того, чтобы рисовать жуков, против которых применяется обычный дихлофос, маркетологи решили сэкономить и использовать актеров. Стоит отметить, что выглядит это очень смешно и интересно. А как бы вы предложили рекламировать ресторан суши? Наверное, показать довольных клиентов, наслаждающихся вашим блюдом? Или просто красивые кадры процесса приготовления? Японские маркетологи думают совершенно иначе. Зачем переплачивать за дорогие анимации или работу профессионального повара, если можно взять пару актеров и просто облить их краской? Честно говоря, я не всегда понимаю идеи маркетологов. Конкретно в этом видео нам показывают грустного, уставшего парня, который занимается своими обыденными делами. Но самое удивительное, что у всех людей в мире есть какие-то выключатели. У него он тоже есть, и при переключении молодой человек просто срывается с места. Но то, что рекламируется в этом видео, вообще не ясно. Тут потребуется помощь переводчика и желательно пояснительной бригады. А теперь вспомните, как в вашей стране рекламируют новые мобильные игры. Лично я чаще всего вижу довольных киберспортсменов в кадре или просто домохозяек, которые совмещают домашние дела с игрой. Но в Японии решили еще сильнее погрузить героев видео в мир новой мобильной стратегии. Но и это далеко не самая странная реклама из страны восходящего солнца. Пока я искал для вас самые интересные видео, я наткнулся на этот ролик.
Что именно в нем рекламируется, до конца неизвестно. Но по сюжету на молодого человека с девушкой нападает собака. Женщина при этом снимает парик, макияж, и в конечном итоге оказывается, что это какой-то стрёмный мужик. Думаю, подобная реклама отлично подошла бы салонам красоты. А на этом видео вы можете увидеть рекламу… Странно, даже непонятно, что тут показано. Это же новое вкусное мороженое. Вы что, не поняли? А я ведь изначально это знал. Конечно, выглядит этот ролик очень странно, и то, что хотели до нас донести маркетологи, тоже не ясно. Но думаю, если вы носитель языка и дословно понимаете, о чем говорится в видео, то для вас оно может и не показаться странным. Это видео – настоящий маркетинговый шедевр. В нем актеры играют роль черепицы на крыше дома. По сюжету они переживают самые ужасные погодные условия и даже пожар. Выглядит это очень интересно и интригующе, особенно если не знать, что это самая обычная реклама черепицы. Честно говоря, мне кажется, что это произведение искусства достойно премии «Оскар». А как бы вы рекламировали магазин очков? Японские маркетологи решили снова отказаться от компьютерной графики и использовали актеров. По сюжету главный персонаж, в роли которого выступает Глаз, расстается со своей девушкой очками, потому что она старая. Забавный, но достаточно странный сюжет. Я уже показывал вам очень странную рекламу молока, но в этом ролике все куда более понятно. Главный персонаж пьет очень много молока, чтобы повысить свою концентрацию и победить учителя в бою. Лично мне кажется это видео очень смешным и веселым. Наверное, это одна из лучших реклам, что я видел. Правда, преподаватель, который превращается в ракету, это уже лишнее. А это отличный пример, как нужно рекламировать самые обычные грибы. В разговоре журналистка спрашивает у мужчины его секрет по сбору грибов, на что второй персонаж отвечает, что все просто. Он выкрикивает название его продукта, и грибы сами вылезают из земли. Очень интересно и прикольно же придумали. Как прорекламировать новые кеды? Спросите у японских маркетологов, ведь они знают буквально все. Вы только посмотрите на рекламу местного магазина обуви. По сюжету туда доставили новую партию кед Converse с уникальными золотыми клепками. Девушка помещает в миксер кроссовок и большое количество заклепок, а затем перемешивает, тем самым получая новую уникальную расцветку. Лично мне нравится такая идея. А для рекламы специальных жевательных конфет японцы придумали целый сериал. По его сюжету молодая пара встречается в парке, где парень предлагает девушке попробовать новую вкусную конфету. Они наслаждаются моментом, но в это же время в кадре появляется мужчина с такой же, но очень длинной сладостью, на что девушка обращает особое внимание. Думаю, всем понятно, какой подтекст используется в этом видео. Во второй серии эта же парочка гуляет в зоопарке, где девушка наслаждается видом животных. Ее парень отмечает, что ей почему-то нравится все длинное. Действительно, почему же? Она это опровергает, но тут же в кадре снова появляется мужик с очень длинными конфетами, чем снова привлекает внимание молодой девушки. В третьей серии парень заказал своей подруге доставку нового вкуса этих конфет. При этом доставляет их именно тот мужик с очень длинной сладкой палочкой. Естественно, девушка не может устоять и спрашивает у курьера, нет ли у него минутки. Далее идет серия, где девушка трогает конфету мужчины. Думаю, дальнейшие комментарии тут излишни. В следующей серии парень приходит в дом к своей девушке и видит, что она изменяла ему в поедании конфет. Боже, мне так, кстати, тяжело это комментировать, правда. Ладно, дальше парень спрашивает, почему именно эти конфеты ей понравились, а не его. После этого он начинает растягивать свою сладость, а девушка в этот момент падает в обморок. В следующем кадре девушка сидит со своей подругой и обсуждает размер конфет. Как оказалось, если сложить все мини-сладости в упаковке вместе, то они будут той же длины, что и большая конфета, а сделано это для того, чтобы было удобнее глотать. Это повергает девушку в шок, и она понимает, что совершила серьезную ошибку. Дальше идет кадр, в котором парочка гуляет в торговом центре, и парень готовится сделать девушке предложение. Он готовил какой-то флешмоб, но его подруга сразу сказала, что эта идея плохая, и он просто взял, достал кольцо и сказал заветные слова.
Но в этот момент в кадре появляется заяц с очень длинными ушами, напоминающими конфеты. Следующая серия начинается с того, как девушка садится в такси, и ей мерещится тот мужик с огромными конфетами. В последней серии идут кадры со свадьбы парочки. В момент, когда они идут по красной дорожке, подъезжает лимузин, откуда выходит парень с очень длинными конфетами. Девушка сразу подбегает к нему и говорит, что очень ждала его, но, как оказывается, этот мужик влюбился не в девушку, а в парня. И подкатывал именно к нему, а не к ней. Боже, что я такое несу? А это очень криповая реклама онлайн-кинотеатра. Парень сидит, смотрит телевизор со своей девушкой, которая резко превращается в монстра со смартфоном на лице. В видео говорится о приложении на телефон с 4000 фильмов. Честно говоря, мне кажется, это не самый лучший способ прорекламировать свой продукт. Это была самая странная реклама из Японии. Спасибо за просмотр, до встречи в следующих видеороликах. Подписывайтесь, конечно же, ставьте лайки на это видео, если оно было смешным, интересным и вообще вам понравилось. И пока!